Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о баранах. Что мы знаем о них? Многие скажут, а что тут знать? Баран он и есть баран, а жена у него овца. Люди бросаются словами как камнями и сплошь и рядом используют уничижительные значения для обозначения себе подобных, но только не себя любимого. Словно в стадии этих копытных воплощение всего самого пассивного, глупого и покорного. И по сути, если вдуматься, за этими стереотипами прячется забытое уважение. Мы очень поверхностно судим о животных, которые сопровождали нас с тех пор, как человек становился человеком. Бараны и овцы были рядом, когда наши предки еще не знали письма, но уже знали тепло шерсти, вкус мяса, приготовленного на костре. Они были среди первых, переступившие грань между дикой природой и человеческим домом. И сегодня, отдавая дань уважения, мы и поговорим об этих удивительных животных. Поехали! Давным-давно, еще до того, как по полям зазвенели бронзовые серпы, до того, как на глине Шумера проступили клинописные знаки, по каменистым склонам Малой Азии бродили стада пугливых длинноногих животных. Это были муфлоны. Муфлон не был крупным зверем, как тур или бизон. Он не обладал силой кабана и не убегал так быстро, как газель. Но у него было то, что особенно привлекало человека каменного века. Покладистый характер, стадный инстинкт и склонность следовать за вожаком. А главное, он жил рядом, на тех же склонах, где ранние охотники ставили свои шалаши и разжигали костры. Тысячелетиями люди просто охотились на муфлонов, но однажды, быть может во времена до изобретения гончарного круга, около 10 тысяч лет назад, кто-то понял, можно не убивать всю стаю, а пригнать ее поближе к поселению. Возможно, пастух родился не из охотника, а из ребенка, что подманивал ягненка к очагу. Сначала дикая стадная овца просто не убегала, потом позволила приблизиться, затем рождала ягненка вблизи человека, а через поколение муфлон остался, и человек остался рядом. Так началась одомашнивающая связь, и, конечно же, не внезапная, а постепенная. Этот первый полудомашний муфлон, вероятно, выглядел, как и его дикие собратья, с черной гривой на горле, белыми пятнами на крупе и изогнутыми кольчатыми рогами. Он пасся возле стоянок в Южной Анатолии и на склонах Загросских гор, близ современного Ирана и Турции. Постепенно человек стал отбирать особей по нужным признакам. Спокойствие, крепость, шерсть. Хорохорливые и пугливые были отброшены. Остались те, кто мирно жевал рядом с костром. Появились овцы без рогов, самочки с короткими ногами. Потом и те, чья шерсть начала менять структуру. Вместо колючих остевых волос – мягкий подшерсток, теплый и удобный. Это были уже не муфлоны, это были овцы. Вообще очень интересно, как баран стал овцой. Ведь овца – это взрослая самочка, баран – взрослый самец, а детеныш, независимо от пола, это ягненок. Такой порядок закрепился давно в связи с пастушеской культурой. Овцы давали молоко, шерсть, ягнят и были в центре внимания. Бараны же воспринимались отдельно, сильные, рогатые, бойцовые. Слово «баран» также применяют к диким видам рода овес – архарам, муфлонам, снежным баранам. Хотя по-научному все они дикие овцы. Просто внешне самцы выделяются рогами и мощной фигурой. И именно они дали образ «дикий баран». В домашнем стаде часто говорят просто овцы, имея в виду всех, но при точном описании пол и возраст уточняются. Так сохраняется древняя иерархия. Овца – основа стада, баран – его сила, ягненок – его будущее. С первыми неолитическими земледельцами овцы пересекли Босфор, двинулись вдоль Дуная и расселились по Балканам. В Греции, где диких овец не было вовсе, муфлон уже прирученный появился с людьми, а на Корсику и Сардинию он попал морем, в лодках первых мореплавателей. На этих островах муфлоны снова одичали, но сохранили признаки домашнего прошлого. Меньшие размеры, измененные рога, а у некоторых самочек и вовсе их отсутствие. Так прирученный зверь стал снова диким, но память о древней связи осталась в их крови, в шерсти, в умении жить рядом с человеком. Помимо муфлона в небольшом роду баранов – уриалы, снежные бараны, бараны дала, толстороги и архары.
Причем архары – самые крупные дикие бараны на планете. Самцы архары производят сильное впечатление. Вес до 200 килограммов, рост в плечах до 1,20 м. И самое главное, рога широкие, массивные, заворачивающиеся в спираль. Могут достигать 1,5 метра в размахе и весят до 20 килограммов. Для архара они и оружие, и знак статуса. Архар – дитя высоты. Их ареал – это Тибет, ветреные склоны Алтая, каменные террасы Памира и Тяньшаня. Там, где деревья не растут, где хищники устают от мороза и голода, он находит травку, укрытие и, главное, пространство. Свобода для него – физическая потребность. Он не терпит границ и не признает заборов. Его путь – вдоль хребтов, над снежными осыпями, по сухим горным плато. Эти овцы формируют небольшие стада. Самки держатся отдельно с ягнятами, самцы чаще поодиночке или в холостяцких группах. Только с приближением брачного периода все меняется. В ноябре и декабре горы наполняются глухими ударами. Это самцы схватываются рогами в дуэлях. Победитель получает доступ к самкам. Побежденный уходит, но с честью. С биологической точки зрения, архары интересны еще и потому, что представляют отдельную линию эволюции. Они не дали прямых потомков среди домашних овец, в отличие от своих родственников, муфлонов. Но они сохранили черты, которые можно было бы назвать изначальными. Длинные ноги, выносливость, осторожность, а главное приспособленность к высотной жизни, где кислорода мало, а испытаний в избытке. К сожалению, численность архаров уменьшается, неуклонно и тревожно. Факторов много: браконьерство, потери среды обитания. И хотя они живут в самых недоступных местах, их величественные силуэты становятся все реже. Некоторые подвиды, например, знаменитый архар Марко Поло с Памира, занесен в Красную книгу. А это уриалы. Они тоже бегают по горам. Его родина – пересеченные ландшафты от северо-восточного Ирана до Пакистана, Афганистана и северо-западной Индии. У уриалов целая группа подвидов. Все они объединены высокой численностью хромосом – 58, в отличие от 54 у домашних овец, характерной рыжеватой коричневой шерстью и необычным поведением. У самцов уриалов рога крутые, изогнутые в полумесяц, часто не закручиваются в спираль, как у других баранов, а загибаются вниз и вперед. У старых самцов появляется светлая седина на боках и горле. У некоторых подвидов, например, афганского уриала, ярко выражена белая седловина на спине, белое брюхо, подчеркнутая темная линия по груди и густая горловая грива. Уриалы не обитают в таких экстремальных условиях, как архары, но их жизнь не проще. На предгорьях и холмах температура может меняться на десятки градусов в течение суток, мало воды, а еще постоянная угроза от хищников и человека. И все же уриал умеет держать дистанцию. Он умен, осторожен, пуглив, но не труслив. Стада держатся кучно, до 30 особей. Чаще всего самки с молодняком, а самцы отдельно. Только в период гонок в ноябре-декабре все меняется. Начинаются роговые дуэли. Громкие, но почти бескровные. Биологи предполагают, что некоторые древние породы домашних овец могли нести в себе примесь уриала. Хотя разница в числе хромосом делает такую линию маловероятной, в Иране и Пакистане встречаются популяции, где уриалы и муфлоны свободно скрещиваются, давая жизнеспособное потомство. Сегодня уриалы – объект охраны. В некоторых странах, например в Индии и Пакистане, их численность критически мала. А это снежные бараны, аборигены Восточной Сибири. Он живет там, где не живет почти никто. Плата Путарана, Чукотка, Камчатка, Корякское Нагорье, север Якутии. Земля без деревьев, без тепла, но полная бескрайнего пространства. Эти районы кажутся необитаемыми, но снежный баран научился не просто выживать в них, а делать их своим домом. Это один из самых северных видов диких овец в мире. Его хромосомное число 52, как и у некоторых древних линий, возможно, ближе к исходным формам рода. Он тяжелый, широкотелый, с массивными ногами и толстыми копытами, которые помогают цепляться за лед, скалы и осыпи. Шерсть густая, длинная, теплая.
Цвет варьируется от грязновато-белого до буроватого, с явным камуфляжным эффектом. Рога – это отдельная история. У самцов они массивны, закручены в тугие спирали. Самочки скромнее, их рога короткие и изогнутые, но у всех они сохраняются на всю жизнь. Сбрасывать рога – это не по-овечье. У оленей брачные бои один сезон, часто с одиночным образом жизни вне гона. Рога временные, инструменты для шоу. У баранов долговременные иерархии, основанные на ранге, возрасте и силе. Рога – личное дело и визитная карточка на годы. Кроме того, рога у баранов служат не только для боя. Они сигнал для других самцов, маркер возраста, история побед. По кольцам на рогах можно судить, сколько зим он пережил. Это как годичные кольца у деревьев. Природа метит возрастных бойцов. Терять такие рога было бы неразумно. Снежные бараны формируют небольшие группы. Самки с молодняком и отдельные самцы. Только в период гона с конца октября по декабрь взрослые бараны приближаются к стаду. Их бои короткие, но мощные. Удар рог в рог звучит как выстрел, перекатывается по горам, но редко заканчивается травмой. С точки зрения науки, снежные бараны крайне интересны. Его изолированность, адаптация к холоду, особенности питания, в основном лишайники, мхи, редкая зимняя трава, делают его важным объектом для понимания эволюции копытных в условиях Крайнего Севера. А далее мы держим путь через Берингов пролив в Новый Свет, Северную Америку, где обитают бараны Дала и толстороги, потомки древних азиатских овец, мигрировавших через Берингию. Баран Дала, названный в честь американского натуралиста Уильяма Дала, это грациозное животное со слепительно белой шерстью, которая помогает ему маскироваться среди снежных вершин Аляски, Канады и северо-западных регионов США. Самцы, как и у других баранов, имеют массивные закрученные рога, которые могут достигать метров в длину. Самки же обладают более короткими и тонкими рожками. Дала предпочитают высокогорные районы, где чувствуют себя в безопасности от хищников. Они отлично лазают по скалам, а их копыта имеют особое строение, позволяющее цепляться за малейшие выступы. Эти бараны живут небольшими группами, но в брачный сезон самцы устраивают турнирные бои, сталкиваясь рогами с громким треском. Толсторог, или баран канадский, более массивный и крепкий сородич барана Дала. Он населяет скалистые территории от Канады до Мексики, включая великие равнины и пустынные горные хребты. Главная отличительная черта – конечно же, мощные толстые рога, которые у старых самцов могут весить до 14 килограммов. Они закручены в спираль и используются как оружие в схватках. Толстороги способны долгое время обходиться без воды, получая влагу из растений. Их шерсть меняет оттенок в зависимости от сезона. Летом она светлее, зимой темнее. Живут стадами, разделенными по полу. Самцы и самочки с ягнятами держатся отдельно, кроме периода гона. И коренные народы Америки не приручали овец. То ли не получилось, то ли им вполне хватало лам, альпак и гуанако. У них шерсть тоже хорошего качества. В общем, с толсторогами они не договорились. Своих овец позже завезли так называемые открыватели Америки с кораблями испанцев, начиная с 16 века. Именно эти овцы, в первую очередь породы вроде мериносов, стали первыми шерстяными мигрантами с Европы. В Африку домашние овцы попали с Ближнего Востока, где они были одомашнены еще в 8-7 тысячелетии до нашей эры. Сначала через Синай и Египет, потом все дальше и дальше на юго-запад. Археологические находки показывают, что уже к 5 тысячелетию до нашей эры домашние овцы были известны на территории Египта. Оттуда они распространились по долине Нила, в Северную Африку и Сахару. Сегодня в Африке овцы играют важную роль. Это и мясо, и шкура, и даже символ социального статуса. Но интересно, овцеводство там изначально развивалось гораздо медленнее, чем разведение коз. Козы оказались более приспособленными к местной растительности и климату. Поэтому первенство в архаических хозяйствах часто было за ними. О козах мы обязательно поговорим отдельно. А пока мы летим в Австралию. Хотя история этих животных здесь началась всего пару сотен лет назад, за это короткое время Австралия стала мировым лидером по овцеводству, особенно по производству шерсти. До прихода европейцев на австралийском континенте не было ни домашних овец, ни их диких предков. Местная фауна состояла из сумчатых, рептилий и птиц.
Но в 1788 году с прибытием первого флота британских колонистов все изменилось. В числе прочего в Новый Южный Уэльс привезли 29 овец, тонкорунных и грубошерстных, как скромное начало новой сельскохозяйственной эпохи. Однако настоящая история началась немного позже, когда в Австралию попали мериносы. Овцы, известные своей мягкой и тонкой шерстью. Этих животных завезли из Южной Африки и Испании в конце 18-го, начале 19 века. Один из отцов-основателей овцеводства в Австралии – Джон МакАртур, офицер, фермер и предприниматель. Именно он увидел в мериносах будущую золотую жилу. С его легкой руки началась селекция и адаптация мериносов под австралийские условия. МакАртур основал одну из первых успешных ферм и активно продвигал идею шерстяного экспорта. Со временем, благодаря климату, селекционной работе и изоляции континента, выродился особый тип мериноса – австралийский меринос, ставший эталоном тонкорунной овцы во всем мире. Сегодня именно эта порода дает львиную долю мировой шерсти класса ультратонкая, столь ценимой в текстильной промышленности. А вообще пород овец в мире более 1000. Это без учета региональных разновидностей и помесей. Одни славятся мясом или молоком, а другие мягкой шерстью. Шерсть овец – один из древнейших и самых ценных натуральных материалов, используемых человечеством. Она отличается уникальными свойствами, разнообразием типов и применений. Помимо колючих одеял и свитеров, которые многие помнят с детства, делают кардиганы, пальто, очень дорогие шерстяные классические костюмы, носки, термобелье, спортивную одежду, терморегулирующую экипировку для альпинистов, лыжников и многое другое. Шерсть – натуральный и полезный материал, но у некоторых людей она вызывает раздражение кожи и аллергические реакции. Хотя аллергия на шерсть у людей вызвана не самой шерстью, а белками, содержащимися в слюне, моче и коже животных. Эти белки могут вызвать иммунный ответ у предрасположенных людей, и это, конечно, плохо. Но если шерсть хорошо обработана, то аллергии быть не должно. Другое дело раздражение. Многие сталкивались, особенно в детстве, когда кожа нежная, что свитер колется. А мама или бабушка говорила, что пускай колет, до смерти не заколет. А иногда оказывается это даже и полезно, так как такие микроукольчики улучшают кровообращение. В зависимости от качества и характеристик руна, шерстяные породы овец разделяются на 3 вида. И самые ценные – тонкорунные. Из них отдельно выделяют мериносов. Меринос, порода тонкорунных овец, наибольшее поголовье, как мы говорили, находится в Австралии. Мериносы отличаются от остальных пород овец высоким качеством камбальной чесаной шерсти, состоящей из тонких мягких волокон. Меринос – одна из наиболее исторически значимых и экономически влиятельных пород овец, высоко ценимая за шерсть. Эта порода была выведена и улучшена в Эстремадуре, на юго-западе Испании, примерно в XII веке. Она способствовала экономическому развитию Испании 15 и 16 веков, которая держала монополию на торговлю ею. С конца 18 века она была дополнительно усовершенствована в Новой Зеландии и Австралии, что привело к появлению современного мериноса. Сегодня мериносы по-прежнему считаются обладателями одной из лучшей и мягкой шерсти среди овец. Романовская порода овец – гордость российского животноводства. Их шерсть другая, грубоватая, но невероятно теплая и легкая, с эффектным серо-голубым оттенком. Романовские овцы исключительно плодовиты. Прекосы – порода тонкорунных овец мясошерстного направления. Это значит, что помимо замечательной шерсти, овцы данной породы обладают замечательным мясом, которое фермеры с удовольствием используют в готовке и продают на рынке. Гемпшир. Овец породы гемпшир относят к полутонкорунным овцам. Несмотря на то, что гемпширов можно встретить в самых разных уголках мира, именно Англия считается их Меккой, где породу чтят. По весовым критериям овцы породы гемпшир приближаются к прекосам. Самцы весят до 120 кг, а самочки по 60. Каракульская порода. Жирнохвостая грубошерстная порода овец смужково-молочного направления. Распространена в Средней Азии, главным образом в
Узбекистане. Основным продуктом данной породы является каракуль и каракульча. Каракульская порода дает лучшие в мире смушки. Это тип овчины с красивыми мелкими завитками, напоминающими каракуль. А слово каракуль происходит от названия озера Каракуль в Средней Азии, где исторически разводили этих овец. Хотя большинство овец ассоциируется с густой шерстью, существуют короткошерстные породы. Они популярны в жарком климате и ценятся за мясо, молоко или необычный внешний вид. Санта-Инес – вид овец, создан в округах Бразилии, как мясо-шкурная порода. В середине 20 века фермеры скрестили итальянского барана с овцой, которая ранее обитала на этом месте. Представители породы Санта-Инес – коротконогие, небольшого размера, с относительно короткой и густой шерстью темных оттенков красного и коричневого цвета. Уши свисающие, длинные, хвост тонкий, в меру длинный, голова овальной форме с горбинкой на мордочке. Катумские овцы – короткошерстные мясные овцы, выведенные в России. У них короткий остевой волос, как у коровы. Идеально для фермеров, которые не хотят заниматься стрижкой. А это дорпер – одна из известных мясных пород овец, выведенная в Южной Африке в 30-х годах прошлого века. Для ее создания использовали персидскую черноголовую овцу, устойчивая к засухе, и дорсет-хорна, известного хорошим мясом и плодовитостью. Получилась порода, отлично приспособленная к жаркому и засушливому климату. Дорперы устойчивы к паразитам, быстро растут и не нуждаются в стрижке. Их шерсть и волоски отпадают естественно. Белые или с характерной черной головой, эти овцы идеально подходят для экстенсивного разведения, а их мясо нежное, сочное и высоко ценится на мировом рынке. А есть курдючные овцы. Курдючные овцы на задней части крестца у корня хвоста имеют большое накопление сала, называемое курдюком. Эти овцы разводятся в Средней Азии. Они хорошо приспособлены к местным условиям пастбищного содержания, отличаются скороспелостью и высокими нагульными качествами. Гисарская овца – курдючная порода овец мясо-сального направления. Гисарская порода является самой крупной в мире среди всех культурных пород овец. Порода распространена в Средней Азии, в основном в Таджикистане. Родиной породы является Таджикистан, где она и сегодня является одной из наиболее популярных у местных животноводов. Название породы происходит от Гисарской долины, которая находится на южной окраине Гисарского хребта. И гисарская порода является ближайшим родственником каракульской породы овец. Эдельбаевская, сараджинская, калмыцкая, таджикская – все это породы курдючных овец. А есть очень необычные овцы. Например, такие породы, как джексонская и мэнский лохтон. Они необычны тем, что у них бывают несколько пар рогов. Два главных рога устремляются вверх, как у классического барана, а другие в стороны, вниз или даже вперед. Рисунок черепа настолько необычен, что эти животные часто изображались на гербах и в старинных хрониках. Считается, что эти породы происходят из Ближнего Востока, а в Европу попали еще и в Средневековье. А у венгерских овец рака не рога, а шампуры. У зрелых самцов могут быть рога длиной до 70 сантиметров или более. Уникальный внешний вид породы и тихий добрый характер делают раку желанным для маленького хозяйства, особенно в сфере фермерского туризма. Используется для производства молока, шерсти и мяса. Раковыносливое животное, устойчивое к непогоде и заболеваниям. Часто используется в селекции благодаря способности передавать жизнестойкость и иммунитет потомству. А у некоторых пород ушки на макушке. Это бордер-лейстер. Порода выведена в конце 18 века в Великобритании, в Северной Англии на границе Шотландии. Скрещиванием овец лейстерской породы с горными шевиотами. Эти овцы настоящие аристократы среди копытных, с гордо поднятой головой, длинной шеей и вертикально стоящими ушами, и безупречно белой шерстью. Но главное достоинство – отличные материнские качества и выдающиеся способность к улучшению других пород. Их часто используют в качестве отцовской линии в мясном овцеводстве для получения скороспелых, выносливых ягнят. Крупные, спокойные, с легким окотом и высоким материнским инстинктом, эти овечки стали настоящими улучшателями по всему миру.
Овца кажется нам существом привычным. Мы видим в ней образ смирения, покорности, простоты. Но за этим образом стоит история длиной в 10 тысяч лет. Это не просто домашнее животное, это один из первых спутников человека в переходе от охоты к земледелию, от кочевья к оседлому образу жизни. Когда человек приручил овцу, он сделал шаг не только к стабильному источнику пищи и шерсти, но и к новой модели жизни. Овцы не просто паслись, они формировали распорядок дня, хозяйственный календарь, повлияли на развитие ткачества, торговли и даже религии. Их образы вошли в мифы, стали символами жертвенности, чистоты, упрямства, в зависимости от того, кто смотрел и под каким углом. Овца, баран и ягненок – это не просто три стадии одного вида, это образы, которые со временем приобрели культурное и даже философское значение. Баран – символ силы и упрямства, овца – заботы и плодородия, ягненок – начало, весны, возрождения. И даже дикие бараны с их рогами и горными тропами – это напоминание о том, что овца родом не из хлева, а из сурового каменистого пейзажа, и что ее мягкость – результат тысячелетнего диалога между животным и человеком. Сегодня овца остается частью аграрной культуры, но за ее спокойным взглядом все еще скрывается древнее животное, которое доверило нам свою судьбу и навсегда изменило нашу собственную и наш мир. Мир, о котором мы почти ничего не знаем, так же как и о самих баранах, животных, что веками жили рядом с человеком, грели его шерстью, кормили, сопровождали в кочевьях, и по сей день они остаются в тени, несправедливо став символом глупости. А ведь если приглядеться, не они глупы, просто мы забыли, как смотреть по-настоящему. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.